Всем привет! Сегодня смотрим расклад на тему «Все ли я делаю для того, чтобы добиться своих целей?». Прям мне интересно стало, умеем ли мы добиваться своих целей, да, то есть, насколько мы вкладываемся там 100%, либо все ли мы делаем для этого, здесь вот какой-то такой смысл будет расклада. Итак, все ли я делаю для того, чтобы добиться своих целей? Верховная жрица. Интересно так выпало, да? Это дуальный аркан, двойственный такой, поэтому 50 на 50, давайте так скажу. Потому что здесь, в принципе, мы говорим про действие, а действие – это про активность. Верховная жрица, она все-таки больше находится в пассивности, такой пассивной активности. Поэтому, скажем так, процентов на 50 вы делаете все. То есть с той точки зрения, когда надо что-то проанализировать, подумать, да, задать себе правильные, верные вопросы, то есть определиться, рассмотреть ситуацию, может быть, со всех сторон, да, вот эту вот вашу цель. Я бы сказала, такой подготовительный этап, да, включая интуицию, вы делаете правильно. Угу. То есть, возможно, выстраиваете верные, правильные коммуникации, да, связи, но я не вижу действий, да, то есть все ли я делаю именно акцент на слове делаю, для того, чтобы добиться своих целей, я бы сказала, только 50%, да. 50%. Почему? Потому что здесь, вот знаете, вот как будто бы нету какого-то движения. То есть рыцарь сосудов у нас указывает больше на исцеление и на вот как-то на коммуникацию, на рождение чего-то нового. У меня такое ощущение, что вот вам как будто бы не хватает либо финансов, либо какой-то стабильной позиции в этом. Что вы делаете для того, чтобы... видите, больше как-то в теории, да, иерофант. То есть вам кажется, что вы все правильно делаете, знаете, как будто вы стараетесь изменить реальность, да, но именно как маги, да, то есть на уровне ментала, и потом оно должно реализоваться, это все в физическом мире, но вот как будто бы это не происходит. То есть как-то на интеллектуальном уровне я бы сказала, что вы все делаете правильно, да, все подготавливаете, но на уровне действия вы не совершаете то, что нужно. Почему? Интересный вопрос, да, девятка пентаклей. Потому что вы считаете, что вы и так много делаете, да. С одной стороны, что вы и так много делаете, да, прикладываете усилия, те, которых нужно, а с другой стороны, есть какие-то вопросы, которые вас ограничивают. Что-то вас здесь сдерживает. Вот вас сдерживает, видите, какие-то страхи, непонимание. То есть вроде бы я все делаю правильно. Здесь смотрите, какая фишка. Вы сами себе объясняете то, что вы делаете все абсолютно правильно, так как нужно. А когда вы не получаете того результата, который вы хотите, да, вы задаетесь вопросом, почему. Но здесь оказывается то, что вам как будто бы не хватает какой-то информации. То есть вы... Как вам это объяснить? Вроде бы вы правильно делаете, но вы какие-то моменты не видите, вы что-то не понимаете, в каких-то вопросах присутствует какая-то иллюзорность. Аркан Луны здесь указывает на то еще, что есть какое-то, может быть, внешнее влияние, давление на вас, что вы идете, либо совершаете не тот выбор. То есть здесь есть какие-то белые пятна, которые вы упускаете, которые вы не замечаете. Что это за белые пятна? Аркан справедливости. Не знаю, какие-то моменты причинно-следственных связей. Да, то есть вы как будто бы... Здесь в вашей голове проблема, скорее всего, в вашей голове. То есть вам кажется, что вот я все сделала, да, вот все, что можно было, я сделала.
Но по факту здесь получается так, что вот вы где-то процентов на 70, может быть, сделали, а остальное не сделали. А вот то, что вы не сделали, это по причине того, что вам не хватает информации, то есть вы не знаете, как это сделать. У вас даже в голову не приходит о том, что можно было еще что-то докрутить, да, еще какие-то действия совершить. Вот вам кажется, что вот я все сделала, а со стороны видно, что нет, есть какой-то пробел. Вот что это за пробел? Что это за белое пятно? Аркан Шута. Десятки педаклей. Ну, видите, во-первых, вы не действуете вот в материальном мире. Вы себя не проявляете, то есть нету действия. Мысли есть, либо если есть действия, то они какие-то мелкие, понимаете, надо больше, не знаю, может быть, вы себе даете один какой-то шанс, одну попытку, что типа, если получится, окей, не получится, все, не буду делать. Здесь не совсем так, да, здесь, возможно, надо несколько раз пробовать. Почему? Потому что вот здесь вот аркан Шута, он указывает на то, что надо как-то по-другому. Может быть, вы как-то однообразно все делаете, да, то есть так, как делали в прошлом. Может быть, слишком переживаете по поводу того, что ошибаетесь, и все бросаете, и не доводите дело до конца. Да, здесь аркан Вселенной говорит о том, что ну вот как-то не доводите, не докручиваете, да, из-за того, что есть переживания, то есть попробовали, не получилось и бросаете. Здесь, возможно, то, что вы ранее бросили, надо было просто больше попыток совершать, и что должна была быть какая-то последовательность, да, то есть вот какая-то логическая цепочка. Вот здесь тоже аркан справедливости говорит про причинно-следственную связь, то есть какая-то логическая цепочка должна быть. Она у вас, видимо, доходит до какого-то этапа, потом гоп, прерывается, потому что вы говорите, ну, я и так много приложила усилий, не получается, значит, это не мое, и отказываетесь. А дело не в этом, дело в том, что нужно просто либо больше времени, либо больше попыток. Да, рыцарь Педакли указывает на то, что нужно, во-первых, совершать один шаг за раз, а во-вторых, должно быть вот какое-то, ну, больше терпения и больше времени надо, понимаете? Вот вы не доводите до конца, вот в чем причина. Да, потому что здесь есть вот этот вот персонаж, дьявол. Здесь вот есть какая-то у вас системность, и она немножко ошибочная, да, то есть здесь еще нужно пересмотреть свои какие-то убеждения. То есть, ну, допустим, вы говорите, да, и, то есть если это случилось один раз, значит, не факт, что это случится второй. Но если случилось два, то третий будет 100%. Вот как какой-то такой логической цепочки вы придерживаетесь, и вы говорите, окей, первый раз сделала, получила результат, окей, не получила, ну, значит, это не мое, и бросаю. Вот. А если бы вы сделали там и 2, и 3, и 10, и 100 иногда, и только на 101 раз вы бы получили результат, вы об этом не задумывались, понимаете? Здесь проблема в вашей какой-то убежденности, что вот, либо знаете как, если это мое, то оно придет, все, оно само должно прийти, я не буду никаких усилий прикладывать. Теоретически и отчасти это так, но с практической точки зрения вы же тоже должны совершить 2, 3, 5, 10 шагов в сторону вашей цели, прежде чем ваше оно придет к вам, да. То есть это какой-то вот обоюдный процесс. Ну вот в этом проблема заключается. То есть есть какие-то моменты, которые вы не видите. Ну, давайте я посмотрю, что здесь, что вы не замечаете. Вот помимо эмоций, то, что я сказала, не доводите до конца, что вы не замечаете. Вы не замечаете тот момент, что иногда вот вы как будто бы, знаете, ленитесь во что-то вкладываться энергетически. То есть вы себе говорите, да, опять-таки двойка кубков, что вы себе говорите, что ну, мне как будто бы не хватает энергии. То есть вам, опять же, с вашей точки зрения, вам кажется, что вы много энергии вложили, а со стороны, как говорится, со стороны всегда виднее, когда вы не в процессе. Это кажется, что вы где-то зажали какую-то энергию, да, вот что-то не додали, что-то не доделали. Вот что вы тут не доделываете? Вы не раскрываете свое мастерство полностью, понимаете? Вы где-то застреваете вот именно в выборе, а надо оно мне и не надо, но через малое количество повторов вы начинаете, как говорится, знаете, очень рано задаетесь вопросом, мое это или нет, а надо оно мне или нет. То есть, как говорится, только семена посадили, и вы уже сидите и думаете, а мой ли это цветок, да? Надо ли его за ним ухаживать или нет. То есть, ну, вы еще не знаете. В теории вы знаете, что это там вырастет, там, не знаю, гортензия какая-нибудь, да.
либо роза. Но это в теории, но вы даже не знаете, какой цвет, как она будет, понравится она вам, не понравится, будет ли она здоровая, будет ли она больная. Вы еще ничего не знаете. Но вы посадили, да, уже там немножко полили, 2-3 раза удобрения бросили, и говорите, не-не, что-то долго она идет, это, значит, это не мое. Вот, и отказываетесь, понимаете, вот в этом проблема. Хотя изначально посылы у вас абсолютно верные. Вы просто не доводите дело до конца. Ну, мало энергии вливаете в это. Как-то так.